что, братец, Добрый вечер. тоже вышел воздухом подышать? Да. Неужели я экипажа в это время не сыщу? Ох, сложновато будет. Пожалуй, что и не сыщете. Что у нас за город такой? Половина первого ночи, уже никого, все спят. Ладно, пройдусь пешком. А куда же твой Петр Иванович на ночь глядя пешком? Так, мацион, воздух подышу. Да, распорядись, чтобы обувь мою непременно начистили. Все будет исполнено. Не извольте беспокоиться. Благодарю. Благодарю. Кто ты? Глаша. Как же так? Я бы хотел видеть Марию Тимофеевну. Петр Иванович, какая радость. Мария Тимофеевна, приветствую. Благодарю. А где Аннет? Уже ушла в свою больницу. Придет вечером, будет ей сюрприз. Мария Тимофеевна, я бы хотел прояснить один деликатный момент, с вашего позволения. А именно, удобно ли мне нынче оставаться у вас? Ну, ввиду того, что брат мой здесь больше не живет. Петр Иванович, о чем вы? Ну, разумеется, удобно. Мы же родня, несмотря на то, что ваш брат предпочел мне горничную. Благодарю. Конечно, Петр поступил скверно. Это скверно поступил. Однако я вас прошу, дайте ему немного времени. Он, я убежден, одумается и вернется. А я со своей стороны обязательно с ним самым серьезным образом поговорю, вот буквально на днях. Вы вольны говорить с ним о чем угодно. Но только имейте в виду, что назад я его не приму. Он свой выбор сделал, назад пути нет. А впрочем, когда поговорите, расскажите мне все в деталях. Это может быть прекрасная сцена для моего романа. Брат пытается спасти безумца брата. Да, пожалуй, этому можно посвятить целую главу. Мне кажется, что господин Достоевский уже пытался раскрыть эту тему. Но у вас это получится гораздо изящнее.
Прости, Господи. Я ведь не старая еще. И с собой не дурна. И бы жить да жить. А чё бабы в петлю лезут, это знамо дело. Обмешурил ее какой прохиндей, да и бросил. Вон она как жить-то не хотела. Табуреточку-то сама ножкой толкнула. Яков Платоныч, урядник Рябков, ну не дать не взять, былинный сказитель. Вы только послушайте. Кожевник Митяев, вошедший в свой дом с удивлением, обнаружил там свою супругу в костюме Евы. Ага. А также соседа, плотника Ефрема Спицына. В костюме Адама? Так вот он так и пишет, пребывающего также безо всякой одежды. Огорчившись данному обстоятельству, Митяев ушел в кабак, где, насвинячившись до изумления, вернулся и пытался свою неверную супругу задушить. Прям как затонский мавр. Да, но Дездемона вырвалась, а он поджег сарай Спицына, в результате чего погибла... Угадайте, кто? Ну, кто? Ну, угадайте. Яков Платоныч, погибла свинья аглицкой породы по имени Василиса. Прибыв на место, я, урядник Рябко, застал злодея спящим в свином корыте, где и задержал оного с доставлением в арестантскую. Это все? Нет, еще есть. В 7 часу утра был вызван в доходный дом мещанина Притыкина, где в одной из комнат обнаружил висящее вертикально тело девицы Глафиры Кармановой, 30 лет. Ноги коей не касались пола. Висящая вертикальная? Да. Опросив соседей и хозяина дома, криминала в всем действии не обнаружено, так как Карманова совершила богопротивное самоудавление из-за настигшей ее глубокой тоски, одиночества и переживаний от перезрелого девичества. Надо будет при случае взглянуть на тело. Глафиры Кармановой? Да нет, на тело урядника Рябко писательский талант пропадает. Да. Яков Антонович, Антон Андреевич, доброе утро, господа. Скучаете? Но я вас сейчас развеселю. Только что получена срочная телеграмма из Санкт-Петербурга. Прошу ознакомиться. А вас, Яков Антонович, как судебного следователя, она касается в первую очередь. Интригуете, как всегда, Николай Васильевич. Значит, в столицу вы ездили с Клюевым? Андрей Петрович натура весьма чувствительная. Отказ Анны воспринял с глубочайшей печалью. Я посчитал нужным его как-то развеять. Понимаю. Значит, ездили пьянствовать. Надеюсь, до цыган не дошло? Боже упаси, что вы? Ну, было необходимо его как-то утешить, расслабить. Утешили? Ну, отчасти. Отчасти. Я верил его заботам некоторых своих хороших друзей. И, полагаю, уж они окончательно развеяли печаль и прогнали тоску. А мне вот пришлось сбежать. От чего? Или уместнее спросить, от кого? Нет, кого. Марина Тимофеевна. Знаете, богатство – это вещь весьма утомительная. Настоящая обуза. Приходится решать какие-то вопросы, в которых я не понимаю ничего. Пусть уж управляющий отдувается, в конце концов, он на то и поставлен управлять. Господин Рябушинский пожаловали, барыня. Проси. Алексей Егорович теперь часто к нам заходит. Мы обсуждаем новые главы моего романа. Обсуждайте. Обсуждайте главы. Понятно. Незамедлительно принять меры к задержанию господина Миронова Петра Ивановича по его прибытии в город Затонск и проживающей в Затонске мещанки Глафиры Кармановой, ТЧК, допросить обоих с целью установления причастности господина Миронова к смерти.
своей супруги Головлевой Зинаиды Петровны ТЧК. Уж не та ли это мещанка Карманова, которая удавилась сегодня ночью из-за перезрелого девичества? Та самая Глафира. Что с ней? Найдена повешенной. Сегодня поутру урядник сказал, что следов насилия не обнаружено. Да, странное совпадение. Признаться, господа, я не удивлен. Я никогда не верил, что господин Миронов женился из-за сердечной склонности. Вот поэтому-то и подозрение в убийстве. Где он сейчас, в Петербурге? Да. Нет. Его утром видел городовой в Затонске. Ну, тогда нам следует его арестовать до выяснения всех обстоятельств дела. Я не уверен, что столь жесткая мера необходима в данном случае. Ну, поступайте, как считаете нужным. Вы же у нас судебный следователь. Вам и карты в руки. Анна Викторовна. Яков Платонович, Добрый день. хорошо, что вы здесь. Я хотела вам писать. Что-то опять случилось? Да, нынче ночью умерла женщина. Глафира Карманова. Вы уже знаете. Я не спрашиваю, откуда знаете вы. Да, ее тело нашли рано утром. А вы что, были знакомы? Да, это бывшая горничная Зинаида Петровна, дядюшкиной покойной супруги. Мы познакомились, когда они навещали меня в Париже во время их свадебного путешествия. Урядник сказал, что она покончила жизнь самоубийством. Нет, это не так. Ее убили. Она так сказала? Да, еще сказала, что, скорее всего, это из-за денег. Весьма интересно. Значит, господин Миронов приехал вчера вечером. Истинно так. Паровоз из Петербурга прибывает к 10, да еще оттуда надо к нам. Ну, вот уж около 12 было. Приехал и взял номер. Самый дорогой. Как господин Миронов прибыли, сразу горячей воды себе потребовали, переоделись и через полчаса спускаются и уходят. Так просто взял и ушел? Но ведь у нас не тюрьма. Каждый вален идти куда хочет. Да, да. А когда он вернулся? Вот уж светать стало, как они вернулись. Потребовали, чтобы штиблеты начистили, и за извозчиком к 9 часам послали. Вином не пахло от него? Нет, винного духа не было. А пахло, ну, знаете, так приятно, будто бабочки. Ладно, что-то я еще хотел спросить. А что же еще? Все приказания господина Миронова я выполнил. Глянец на штиблет навел, мальчонку за извозчиком послал. Да ведь ровно в 9 господин Миронов нас покинул. А куда он поехал? Ну, извозчика велено было вызвать к дому Мироновых. Это ясно. Куда же еще? Ох, нехорошо все это. Нехорошо. А что же нехорошего-то? Господин Миронов претензий никаких не имели. Более того, за услуги серебряным рублем меня подарили. Да я же не об этом. О чем? Не твоего ума дело. Вот посмотрите. Вот этот след. Это след от петли, от повешивания. А вот второй, уходящий вниз, такой след остается тогда, когда человека пытаются задушить веревкой. Значит, ее повесили уже мертвой, имитируя самоубийство. Именно так. Александр Францович, позвольте поговорить с Анной Викторовной наедине. Анна Викторовна, я не против. Яков Платонович, надо найти того, кто это сделал. Прошу вас, прочтите это. Незамедлительно принять меры к задержанию господина... Что? Причастности господина
Да это глупость несусветная. Это официальный приказ из Петербурга, Анна Викторовна, и я обязан его исполнить. И боюсь, что смерть бывшей горничной только осложнит положение вашего дяди. Яков Платонович, неужели, зная моего дядю столько лет, вы готовы допустить мысль о том, что он убийца? Послушайте, я тоже в это не верю, но даже так. Скорее, я верю в его невиновность, но я обязан задержать и допросить его. Ну, это невозможно. Дядя сейчас в Петербурге. Сегодня ночью он вернулся в Затонск. Я полагаю, сейчас он находится в вашем доме, и я немедленно отправляюсь туда. Хорошо, допустим, вы приедете с тем, чтобы его допросить. И что дальше? Его этапируют в Петербург, ведь именно там расследуется дело об убийстве его супруги. Нет, этого нельзя допускать. Это просто чьи-то козни. Яков Платонович, вы не можете не понимать, сколько у него завистников в Петербурге. Я вас уверяю, там исход этого дела уже предрешен. Я обещаю вам, я разберусь во всем. Нет, этого мало. Пообещайте мне, что вы докажете его невиновность. Но это будет нелегко. Его супруга умерла более года назад. Да вы не волнуйтесь так. У Петра Ивановича хорошие связи. К его услугам будут лучшие адвокаты в Петербурге. Вам я доверяю гораздо больше, чем им. Ступайте. Я вам говорю, что это произвол, господа, произвол! И будьте уверены, что общественность об этом скоро узнает. Господин Рябушинский, не до вас сейчас. Ну, как знаете, Антон Андреевич, мое дело вас предупредить. Антон Андреевич, это в конце концов в самом деле возмутительно. Вы не смеете так врываться в мой дом. Мария Тимофеевна, поверьте, мне тоже неприятна эта ситуация. Я надеюсь, она в скором времени разрешится. Однако будьте любезны, назовите ваше имя и звание. Петр. Записали? Иванович. Записали? Миронов. Дворянин, вдовец. Не служу. Удовлетворены? Всецело. Яков Платонович. Мария Тимофеевна, господа, я прошу всех сохранять спокойствие. Яков Платонович. Простите. Я смотрю, вы опередили меня, Антон Андреевич? Яков Платонович, Бог ради, объясните, что происходит? Будьте так любезны, разъясните нам. А то от вашего Лепарелла ничего невозможно добиться. Мы с Петром Ивановичем и с господином Рябушинским так живо обсуждали одно литературное произведение. И вдруг вырывается толпа полицейских. Мария Тимофеевна, я совершенно не против литературных произведений, однако вы должны понимать, полиция действовала в границах своих полномочий. Сегодня утром мы получили официальное распоряжение из столицы. Полиция обязана следовать приказам. Вот. Что значит задержать и допросить? Ну, на каком основании? С чего вдруг? И кто такая эта Карманова? Горничная вашей покойной супруги. Глафира. А она здесь при чем? Сегодня утром была найдена мертвой, и есть все основания полагать, что ее смерть не была естественной. Одну минуточку. Вы... Ее что? Убили ее. Боюсь, что так. Виктор! Виктор! Господин Штольман, потрудитесь объяснить, на каком основании, Петр, что вообще здесь происходит? Меня обвиняют в убийстве. Пока подозревают. Угу. Подозревают. Возможно, даже в двух. Что ты несешь? Ты пьян? Отнюдь. Дело крайне серьезное, поэтому я послал за тобой. Благодарю, что быстро приехал. И что в моем доме делают посторонние? Позволь напомнить тебе, что это теперь мой дом. И посторонний в нем ты. А что касается Алексея Егорыча, то он здесь по моему приглашению. Приветствую вас, господин Миронов. Так что же здесь происходит? Господин Штольман, в чем обвиняют моего брата? Я прошу всех унять вполне объяснимые эмоции. Хорошо, что вы здесь, Виктор Иванович. Мне необходимо допросить вашего брата, и я не буду против вашего присутствия. Премного вам благодарен. Господа, прошу в мой кабинет.
Позволь еще раз тебе напомнить, это мой дом. Здесь нет больше твоего кабинета. Маша, сейчас не время. Позволь нам воспользоваться моим бывшим кабинетом. Позволяю. Но это только ради вас, Петр Иванович. Прошу вас, господа. А что это вы делаете, Алексей Егорович? Пометки? Старая привычка. Записываю, чтобы ничего не упустить. Я надеюсь, вы не будете компрометировать дом, в котором вам всегда рады. Ну что вы. Я просто желал в красках описать произвол полиции, ворвавшийся под этот мирный кров. Я была бы вам весьма признательна, если бы вы пожертвовали этой сенсацией и положили этот очерк под сукно. Сядьте. Давайте обойдемся без формальностей. Петр Иванович, соблаговолите вспомнить все подробности смерти вашей супруги. Эта трагедия произошла почти год назад, 18 июля. Мы с Зизи возвращались с бала от князей Гагариных. И Зизи поднималась по лестнице в свою спальню и вдруг упала. Я попытался ей помочь, естественно, но уже было поздно. Врачи сказали сердечный приступ. Но, слава богу, она не мучилась. Все произошло мгновенно. Глафира Карманова в то время служила при вашей жене? Она была в доме? Да. Я помню, как она прибежала на крик Зизи. Ваша супруга закричала, когда упала на лестнице? Нет. Мы повздорили, когда возвращались с этого бала. Могу узнать причину? Зизи показалось, что я чересчур пристально разглядывал дам на том балу, что абсолютно не соответствует действительности. Это неправда, я клянусь. Зизи просто чувствовала себя довольно скверно вот в эти дни и срывалась на мне. Постоянно срывалась. Значит, ваша супруга уже какое-то время испытывала недомогание? Да, несколько дней. Мы ведь были здесь, в Затонске, перед ее кончиной. И я и настоял на том, чтобы она поехала. Она как раз не хотела. Почему не хотела? Я не знаю. Она не любила здесь бывать. В общем, я настоял. И уже здесь ей сделалось дурно. Вы, кстати говоря, можете осведомиться об этом у доктора Милса. Он подтвердит. Мы были у него на приеме, и он порекомендовал Зизи по приезду в Петербург обязательно показаться врачам. Скажите, она ненавидела врачей. Глафира сопровождала вас в той поездке? Да, сопровождала. Зизи брала ее с собой постоянно. Но после смерти вашей супруги она ведь не осталась в доме? Нет, она предпочла сразу уволиться, а я ее удерживать не стал, потому что мне горчатая ни к чему. Поэтому я выдал ей деньги и, собственно… Сколько? Что сколько? Сколько вы выдали ей денег? Господи, 5000 выдал. Продолжайте. Выдал деньги и отпустил. Вы всегда так щедры с горничной? Глаша была упомянута в завещании Зизи. Я об этом знал, поэтому рассчитался с ней из собственных средств, не дожидаясь оглашения последней воли. Благодарю. Если я не ошибаюсь, в Затонске вы всегда останавливаетесь в этом доме? Да, конечно, здесь. Но почему же вчера вы решили снять номер в гостинице? Я приехал очень поздно. И будить никого не посмел, конечно. Швейцар и портье показали, что ночью вы отлучались из гостиницы. А где вы были? Где я был? Вы.
Где были? Я не был у Глафиры. Разве я спрашиваю, где вы не были? Я спросил, где вы были? Петр Иванович, я советую вам ответить. Дело в том, что Глафира Карманова была убита в тот самый момент, когда вы покидали гостиницу. Так что? Увы, я не могу ответить на этот вопрос. Петр, ты должен ответить на этот вопрос. Виктор, извини. Простите, господа, не могу. Не могу. Боюсь, в таком случае нам придется подвергнуть вас аресту. Выбирая между арестом и потерей самоуважения, я остановлюсь на аресте. Что ж, я запрещаю вам покидать город и рекомендую воздержаться от отлучек любого рода. Что бы ни случилось, я хочу быть уверен, что вы останетесь в этом доме. Я напишу поручительство. В таком случае позвольте откланяться. Стало быть, денежки водились у Кармановой. Как оказалось, но при обыске их не нашли. Я понимаю, Яков Платонович, что вы надеетесь, что это убийство с целью ограбления. Мне тоже очень хотелось бы в это верить. Однако факты вещь упрямая. Жаль, безумно жаль Анну Викторовну. Отец ушел из семьи, дядя без 5 минут на каторге. Я бы не торопился с выводами. Его вина пока не доказана. Разумеется. В этом я с вами не могу не согласиться. Дело требует тщательнейшего рассмотрения. Однако судите сами. Жена господина Миронова не хотела ехать в Затонск. Он настоял. И именно в Затонске ей вдруг делается дурно, и она умирает. Все это время рядом с ней находится Карманова. И если Миронов, допустим, отравил жену, или, по крайней мере, не оказал ей своевременную помощь, Карманова об этом знала. Я понимаю, куда вы клоните. Он мог убить горничную, потому что она была единственным свидетелем смерти его жены? Или его сообщницы. Вы ведь слышали? Он заплатил ей 5000 до огласки завещания. А что, если через год ей этих денег показалось мало, она попросила еще? И... Шантаж? Вы забываете, господин Миронов очень богат. Ему было проще заплатить. А вы забываете, кто щадит виновных, тот вредит невинным. Но согласитесь, странно. Планировать убийство и останавливаться при этом в гостинице на глазах у всех. Ничего странного. Он на это и рассчитывал, что вы так подумаете. Господа, что происходит? Где Петр Иванович? Я прошу вас, скажите мне все. Мы допросили его, и, к сожалению, к сожалению, никто не может подтвердить его алиби на время убийства Кармановой. Я не стал помещать вашего дядю под арест. Он останется в доме по поручительству вашего отца. Благодарю вас, Яков Платонович. Попробуйте уговорить его рассказать, где он был этой ночью. Это очень важно. Да, разумеется, я с ним поговорю. И незачем на меня так смотреть. Да, я не могу сказать, где я был, но это не означает, что я убийца. Петя, ну ты как ребенок, ей-богу. Ну неужели же ты не понимаешь, что надо? Надо сказать. Ведь от этого зависит твоя жизнь. Послушай, я вообще не понимаю, ну как можно хоть что-нибудь скрывать от следствия ввиду столь тяжкого обвинения? Есть обстоятельства. Какие? Дядя, а господин Коробейников утверждает, что ты отказываешься говорить полиции, где провел эту ночь. Что это значит? Это значит то, что я отказываюсь сообщать полиции, где я провел эту ночь. Что тут непонятного? А позволь поинтересоваться, почему? Да бог мой, почему? Наверняка опять какая-нибудь дама. Не какая-нибудь, не какая-нибудь, а весьма высокопоставленная дама. Значит, Яков Платонович, вы решили не подвергать господина Миронова аресту. Я счел возможным оставить его в доме брата под его поручительством. То есть вы сочли возможным не исполнять предписания, присланные из Санкт-Петербурга. Именно так. Счел возможным. Хорошо. Формальности соблюдены.
Я спросил, вы ответили, что действовали по своему усмотрению. А вы, Антон Андреевич, надеюсь, все это слышали. Каждое слово. Я устал. Устал взывать к твоему благоразумию. А вот в вопросах благоразумия ты для меня более не авторитет. Позволь тебе напомнить, что ты бросил женщину, которая посвятила тебе всю свою жизнь. Ах, вот оно что. Вот оно что. Но, по крайней мере, я ее не убивал. Не надо! Что слышал? Что? Ты думаешь, я убил Зизи? Папа, Ты- дядя, я вас умоляю, перестаньте. Вы говорите друг другу ужасные, отвратительные вещи. Да, Анна, ты права. Я, пожалуй, пойду. А ты помни, я за тебя поручился. И будь любезен, не покидать этот дом. Да уж не извольте сомневаться, не покину этот дом. Ты тоже полагаешь? Прости. Тоже полагаешь, что я способен на убийство? Ни секунды в это не верю. Какое облегчение. Ну что вы, мой дорогой друг, я ни секунды вас не сомневаюсь. Маша, я уезжаю. И прекрасно. Совсем не обязательно мне сообщать об этом. Я просто хотел соблюсти приличие. Ну, разумеется. Прощай. Так о чем мы там с вами говорили? О полицейском произволе. Что ж, господа, не в моем возрасте ссориться с Санкт-Петербургом. Ведь по ноге тут как саранча. Перевернут все наше дело производства. А они в этом большие мастера. Но как же мы объясним свое своеволие? По приказу мы должны были этапировать Миронова, эту, как ее? Карманову. Карманову. Петербург. А что ж получается? Одна на том свете, а другой под домашним арестом. Яков Платоныч. Следовательно, этапирован быть не может. Быть не может. Мало того, властью судебного следователя я запретил любые перемещения господина Миронова до окончания следствия по делу об убийстве госпожи Кармановой. Смело, решительно. По-суворовски. Правильно, пусть получат эти столичные фигляры. Я этого не говорил, Антон Андреевич. А я ничего не слышал. Также считаю необходимым запросить все материалы из Петербурга по делу об убийстве покойной супруги господина Миронова, так как оно может быть связано с убийством его бывшей горничной. Вот, еще одного леща. Пусть знают, что не только они ведут расследование, мы тоже не лаптем щи хлебаем. Что-то я ничего не расслышал, Николай Васильевич. Как будто шум какой-то в ушах образовался. Это у вас кровяное давление, а вы ведь еще молодой человек. Ну что ж, садитесь, пишите распоряжение. 7 бед, 1 ответ. А я подпишу. Считаю доводы господина Штольмана резонными и подлежащими вниманию. Да, пишите, пишите. Мудро, Николай Васильевич. Да. Только я уж очень прошу вас, господа, вы убийцу этой Кармановой найдите. Пусть это или Миронов, или еще кто, но найдите. Приложу все усилия. Не сомневайтесь, Николай Васильевич. Резонными. Дядя, а ты мог бы приватно сообщить Якову Платоновичу о том, где ты был сегодня ночью? Он умеет хранить тайны. Я не могу, Аннет, не могу. Речь идет о чести глубоко порядочной дамы. Я правильно понимаю, что у глубоко порядочной дамы имеется супруг? Ты необыкновенно проницательна. Она тебя любит? Что за вопрос? Разумеется. Скажи, тогда, в случае, если вдруг тебе будет грозить опасность, она сможет подтвердить твое алиби? Это исключено. Ни в коем случае. Какая-то странная любовь. Я объясняю тебе, она дама глубоко порядочная. Не может она бросить семью из-за внезапно вспыхнувшей страсти. Это погубит ее репутацию, а также репутацию ее супруга.
А это, в свою очередь, может поколебать устрой общества и всего государственного устройства. Что? Дядя, ты что, губернаторша? Тихо, тихо. Я тебя прошу, никому ни слова. Даже своему разлюбезному Штольману. Дядь, ну она даже не привлекательна. Как ты ошибаешься? Ох, как ты ошибаешься. Впрочем, оставим этот разговор. А ты можешь мне объяснить? А вот Зинаиду Петровну ты тоже находил привлекательной? Нет, конечно, она была умна, она образована, очень обаятельная, очень богата. И все же. Мы с Зизи ладили. Мне не хватает. Что если я скажу тебе, что она была моей первой любовью? Мария Тимофеевна просили выключить музыку. Мешаете работать. Мешаем работать. Ну что ж, тогда мы прогуляемся, Аннет. А чего это вы смотрите? О, чего же не посмотреть-то? Любопытный, стал быть. Ну, хорошо, что любопытный. Заходите. Заходите, это очень хорошо. Смелее, смелее. Скажите-ка мне, бывал ли кто-нибудь у Глафиры? Мужчина? Или подруга какая? Да нет, не было никого. Она одна жила. Да как же одна-то? А это ты не знаешь. Ходил к ней один. Несколько разов приходил. Да все к ночи, тишком. А виду купчик какой из мелких, управляющий. И еще один приходил. Только разочек всего. Только ведь гладенький, чисто да причесанный. И пахло от него приятственно. Чем? Одеколоны какой-то. Сразу видно, он из столичных. Туфельки на нем больно блестящие были. Непроста была Глафира. Она, знаете, в тихом омуте. Вот Не наводи напрасно на покойницу. Ну, может, по делу они к ней приходили. Конечно, по делу. Зачем же иначе мужику к бабе ночью приходить? Вести ему по делу? Цыц, ну-ка. Скажи, голубушка, а вчера никого не было? Кто-то был. Только который из них я не разглядела. Да как же так? А вы? Нет, я никого не видела. Ясно. А в котором часу было, помнишь? Я точно не скажу, но за полночь. Я уж спать легла. Так я и знал. А впрочем, я ничего не знал. Ну что ж, благодарю. Благодарю за бдительность. Заканчивайте все, и в участок. А Зизи ведь тоже родом из Затонска и выросла в этих краях. Но потом уехала в Петербург со своим первым мужем, с Беловлевым. Да. И уже там, в столице, она сделалась гранд-дамой. Увидел я ее впервые здесь, в доме ее родителей, на детском балу. Ах, боже мой, какие были времена. Она была так хороша, так свежа, с такими... Ей было 19 лет. Всего 19 лет. А мне было... Сколько же было мне? Сколько? А мне было 9. Но ты знаешь, Аннет, я уже тогда ощутил, даже осознал способность женщины влиять на мужчину, властвовать над ним, подчинять его. Я был совершенно ослеплен. Потерял голову, утратил аппетит, лишился сна. Она была далека, прекрасна и неприступна. Какая романтическая история. И вдруг я ее встречаю в Петербурге. Ну, уже много позже, много лет спустя. Конечно, она изменилась. Она повзрослела, стала старше, но оставалась такой прекрасной. Я тогда себе сказал: Петр, ты будешь не ты,
Если это женщина, это... Анет, поверь мне, ее богатство не имело для меня никакого значения. Ровным счетом, то есть абсолютно. Что ты? Я даже не думала. Послушай, а давай поговорим с самой Зизи, а? Она точно подтвердит, что я ее не убивал. Меня действительно вызывали к госпоже Мироновой, у нее случился сердечный приступ. То есть вы уверены, что это было сердце? А такие симптомы могут указывать на отравление? Ну, допустить можно все, что угодно. Например, тот же мышьяк. Он вызывает и судороги, и дыхательную недостаточность, что сказывается на работе сердца. Но в тот момент допустить, что это отравление, у меня не было никаких оснований. Значит, все-таки возможно. Благодарю, доктор. Заходите. Всегда вам рад. Дух, Зинаида Петровна, явись мне. Дух, Зинаиды Петровны, явись мне. Ну что? Не является. Надо еще попробовать. Придет. Обязательно придет. Никуда не денется. Ну, может быть, она уже шла к нам, но остановилась с кем-нибудь поболтать. Дух, Зинаиды Петровны, явись мне. Я вам говорю, это соседи взяли. Ну, больше некому же. Какие доказательства? Распорядитесь, чтобы чаю принесли. Больше некому. Ну, там никто не перейдет. Забор высокий. А тех там щели Чего есть. ты взял? Ну, у них там доска отрывается легко. Поэтому они... Соседи Глафиры показали, что к ней захаживало двое мужчин. Один по виду не то купец, не то приказчик, а второй – столичная штучка. В блестящих штиблетах и пахнет одеколоном. Я вижу, у вас в глазах светится, что это господин Миронов. Ничего у меня не светится. И знаете что? Что? Вы пристрастны и не замечаете очевидного. Вновь депешировали из Петербурга. Наши доводы признаны убедительными, и материалы дела возвращаются к нам. Кстати говоря, дело открыто по заявлению племянника покойной Головлева Виталия Григорьевича. А в нем сказано, что Карманова Глафира лично сообщила ему, что была свидетельницей убийства. Почему именно ему? Но я знаю только одно, что... Благодарю. Я знаю только, что Головлев, узнав о том, что дело передается нам, тут же написал жалобу самому министру. И на что же он жалуется? Об этом мы узнаем позже. Ну что ж, на сегодня все, господа. Материалы дела прибудут к нам сегодня ночью. Честь имею. Дух, Зинаида Петровна, явись мне. Дух. Дядя, она не приходит. Я не понимаю, почему не приходит. Зизи совершенно не выносила вранья. Стоило мне сказать неправду, даже в самой мелочи, она потом узнавала и могла не разговаривать со мной целую неделю. Ты ей в чем-то соврал. Я сказал тебе, что ее богатство не имело для меня никакого значения. Имело, конечно же. Но незначительное. Это не было главным. Не было. Добрый вечер, Зинаида Петровна.